Итак, друзья, самое интересное, подводим итоги уже по целой провинции Лимассол. Очень кратко. Новое жилье. Видим здесь внизу красная такая строка. Это 3795 евро. Средняя рыночная цена по всем муниципалитетам, которые входят в провинцию Лимассол, что показало за месяц рост плюс 0,18%. Ну и старое жилье, тут только у нас Лимассол, там действительно большой рынок и нового и старого жилья, 3692 евро за квадратный метр, что также показало за месяц динамику роста плюс 0,27%. И самый последний слайд, где мы говорим о том, что произошло за год. То есть говорим о тенденциях, друзья. Сравниваем январь 2026 года с январем 2025 года. Итак, по новому жилью. 3795 евро. Это у нас январь 2026 год. И 3775 евро январь 2025 год. Что показало за год, друзья? Подумайте только, за год рост всего лишь меньше процента, полпроцента, 0,53%. Но посмотрите, как себя вел интересно рынок недвижимости. Лимассол, ну это для людей, которые планируют что-то приобретать или же продавать. Город Лимассол, естественно, лидер. Рост за год 2,29%, индекс положительный, единичка, запятая 0,23. Дальше идет у нас по росту. Видим город Гермассоя. В процентном отношении за год выросла недвижимость на 1,44%. Индекс положительный, единичка, запятая 0,14. Третьим идет у нас город Агиос Афанасиус. Здесь рост всего лишь на 1,42%. Индекс рынка положительный, единичка, запятая 0,14. Ну и, друзья, дальше вы сами все видите. Город Мессагетония за год подешевела на 1,21%. Город Ката-Полимидия, это второй, да, подешевела на 1,11%. Ну и Ипсанас, город-муниципалитет, за год подешевел на 0,76%. В целом, так сказать, муниципалитету динамика остается положительная, но, в общем-то, видите процессы, как протекают, и это неоднозначно ведет себя рынок. Город Лимассол, старое жилье, за год мы видим подорожало на 2,27%, чуть меньше, чем новое жилье. Индекс положительный, единичка 0,23. Друзья, немного саморекламы. Что такое индекс недвижимости? Индекс недвижимости – это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости недвижимости во времени. На примере, давайте, целого, так сказать, ну это даже не город, не муниципалитет, мы говорим, это целая провинция. Считается он очень просто. Вот 3795 делим на 3775, получаем, ну, это в процентном соотношении 0,53%, а индекс вот здесь положительный, единичка, запятая 0,05. Друзья, меня смотрят люди, которые работают в финансовых учреждениях. Это риски, управление по рискам, риск-менеджменту. Данные специалисты по крупицам собирают данную информацию. Они очень хорошо знают, как меняется стоимость денег во времени, а я один из немногих в Украине, ну и на Кипре, друзья. Так уж сложилось. Знаю, как меняется стоимость недвижимости во времени. И синергия наших вот этих знаний, друзья, ну, она облегчит намного вам бизнес. И мне помогает заниматься наукой и, естественно, компания Lim Consulting развиваться. Итак, мы с вами проговорили о том, что произошло за год. И поясню, почему я говорил, что адекватное поведение рынка, когда рынок недвижимости растет, там, вот, как здесь в Лимассоле первичный, на 2,29%.
Хочу привести вам прошедшего года. Макроэкономические показатели характеризуют развитие экономики. Ну, там ВВП это понятно, как бы. Инфляция, давайте с инфляцией. Инфляция в 2024 году 2,6, 2025 год прошедший 2. Но вот я еще не видел, Евростат должен дать, я думаю, что будет как и в 2024 году, а может даже больше, 3% возможно будет. Так вот, что такое инфляция, друзья? Давайте я вам напомню, очень ликбез такой. Это есть такой закон стоимости, и который гласит о следующем. Экономика работает сбалансированно, когда масса денег, количество денег, как фиатных, там есть денежные агрегаты М0, М1, М2, то есть вся масса денег, которая в обращении, да, соответствует выпущенным товарам и услугам. Как только начинают печатать вот эти вертолетные деньги, их еще называют, которых очень много, кстати, Евросоюз напечатал с 2019 года, когда начался COVID, да, и мы увидели, что именно с 2019 года цены стали как сумасшедшими, то есть недвижимость стала расти на Кипре, собственно говоря, и везде, и даже в Украине. Это было связано с тем, что еще раз повторюсь, за обесцененные деньги можно купить все меньше и меньше товаров и услуг. А недвижимость является таким же товаром. То есть обесцениваются деньги, дороже стоит недвижимость. Ну, я попытался объяснить достаточно просто, да. При этом, друзья, смотрите, что дальше необходимо знать. Если мы видим, что недвижимость в городе Лимассоле подорожала на 2,29% в годовом измерении, а ставка, вернее, инфляция всего лишь 2%, или пускай будет 2,6%, это говорит о том, что, друзья, ваша недвижимость не подорожала. То есть, ну, традиционно любят говорить люди, которые занимаются недвижимостью, особенно продавцы, риэлторы, что инвестиции в недвижимость – это такая некая тихая гавань, то есть стоимость денег не обесценивается во времени, так как она вложена в недвижимость. Если деньги обесцениваются, то, ну, фиатные деньги, я имею в виду, да, на руках, которые в обращении, то недвижимость, в которую вложены эти деньги, она потихоньку растет на уровень инфляции. Также обратите внимание, учетная ставка. Что такое учетная ставка, друзья? Это стоимость денег на внутреннем рынке финансовых услуг. То есть под 3,40% Национальный банк Кипра, по-моему, так называется, если ошибся, поправьте. Но в Киеве, вернее, в Украине это называется Национальный банк. Здесь, может, центральный, надо, кстати, посмотреть. Так вот, и уже под более высокие проценты, то есть под такую учетную ставку кредитуются финансовые учреждения коммерческие, которые уже под более высокую ставку кредитуют там физлиц, юрлиц и так далее. То есть смотрите, здесь учетная ставка – это стоимость денег 3,40%, и ваша недвижимость выросла на там 2,29%. То есть это вполне себе, как оно называется, хорошая история. Недвижимость не дорожает, но при том, когда я слышу от продавцов, что недвижимость подорожала там на 25%, я всегда хочу им задать вопрос, ну с какого перепуга может недвижимость подорожать на 25%? Если мы смотрим, учетная ставка соответствует, там, допустим, 3,40 или там чуть больше, да, а риэлторы говорят, что недвижимость подорожала на 25%, то здесь кто-то точно обманывает. Или обманывает Центральный банк Кипра, да, или обманывают, так сказать, продавцы недвижимости. Если бы недвижимость так росла, то, поверьте, выдавали бы всем бродячим, так сказать, собакам кредиты для приобретения недвижимости. То есть я это видел в Украине, когда действительно рос этот пузырь по стоимости недвижимости. Поэтому сейчас все происходит в рамках логики и вполне как бы разумно, аргументированно поведение рынка, о чем я еще раз вам повторился. Ну, вроде все, друзья, да? Да, наверное, все. Давайте закругляться будем. Итак, друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с рынком недвижимости острова Кипр, южной его части, вам необходимо что сделать, друзья? Правильно подписаться на мой канал. Вы также можете лайки, дизлайки ставить видео. А еще вы можете писать мне, кстати, вопросы задавать. Я адекватным людям отвечаю. Но вы должны помнить, что я ваш скромный слуга, и компания Олимп,
Консалтинг. Готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые станут для вас компасом, ну или как минимум путеводной картой в каменных джунглях рынка недвижимости острова Кипр. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.